Когда Уильям Джеймс, житель небольшого городка в штате Вирджиния, однажды осенним вечером 1871 года решил прогуляться по окрестностям, никто не предполагал, что он навсегда исчезнет. Его исчезновение стало началом одной из самых загадочных историй в американской истории. Уильям вышел из дома, сказав соседям, что хочет насладиться свежим воздухом, но так и не вернулся. На следующее утро его дом был пуст, а от самого Уильяма не осталось ни следа. Что же произошло с Уильямом Джеймсом? Соседи тогда начали поиск, прочесывая леса и поля вокруг городка, но никаких следов или улик найдено не было. Ни один свидетель не мог подтвердить, что видел его после того, как он покинул порог собственного дома. Это мгновенно породило множество слухов и домыслов. Некоторые считали, что он просто решил сбежать от тихой жизни, начав все с чистого листа в новом месте. Другие предполагали менее безобидные сценарии. От похищения до убийства. Тем временем газеты с удовольствием подхватили эту историю, распространяя ее по всей стране. Истории о его исчезновении становились все более фантастическими. В некоторых из них утверждалось, что он стал жертвой мистических сил или даже попал в параллельный мир. Однако все усилия по поиску заканчивались тщетой, и с каждым днем шансы на возвращение Уильяма уменьшались. Но что если исчезновение Уильяма Джеймса действительно было связано с чем-то необычным и необъяснимым? Внимание общественности вновь было приковано к этой истории много лет спустя, когда начали появляться теории о перемещении во времени. Некоторые загадки, подобные исчезновению Уильяма, нельзя было объяснить рационально, а умы искателей истины пытались найти научное обоснование этим странностям. В теории перемещения во времени может скрываться объяснение столь многим необъяснимым случаям, включая этот. Чтобы приблизиться к пониманию этого явления, нам придется заглянуть глубже в мистику и науку. Как же случилось, что человек, живший в XIX веке, стал героем современных дискуссий? Несомненно, ключ к разгадке кроется не только в прошлом, но и в будущем, который подносит все новые и новые открытия. Но прежде чем углубиться в тайны времени, давайте попытаемся выяснить, мог ли кто-то действительно перемещаться сквозь временные рамки и что об этом говорят современные ученые. Перемещение во времени – это одна из самых интригующих и захватывающих концепций, которые захватывают воображение людей вот уже много десятилетий. Представьте себе возможность перемещаться между веками, быть свидетелем великих исторических событий или даже менять ход истории. Такие идеи обычно кажутся чем-то из научной фантастики, но имеют ли они основания в реальной науке? Если да, может ли это объяснить загадочное исчезновение и возвращение Уильяма Джеймса? Научное сообщество долгое время изучает саму природу времени и возможности его манипуляции. Теория относительности Эйнштейна, появившаяся в начале 20 века, стала отправной точкой для многих теорий о путешествиях во времени. По Эйнштейну время и пространство не являются постоянными, они могут деформироваться под влиянием гравитации и скорости. Это означает, что при определенных условиях время может течь по-разному для разных наблюдателей. Такие идеи заставляют задуматься, возможно ли это использовать для отправления кого-то в будущее или прошлое. Одной из возможных концепций перемещения во времени является использование кротовых нор, гипотетических тоннелей в пространстве времени, которые могут соединять разные точки времени и пространства. В теории они могут быть кратчайшим путем между двумя точками, но на практике их существование не было подтверждено. Несмотря на это, многие ученые, включая выдающихся физиков, продолжают исследовать их возможности и пытаются понять, как мы могли бы использовать такие явления. Существуют и другие научные теории, рассматривающие возможность путешествий во времени. Например, некоторые ученые говорят о концепции замедления времени при приближении скорости объекта к скорости света. Однако, чтобы реально отправить человека в прошлое или будущее, нам потребуется еще больше узнать о квантовой механике и природе времени на субатомном уровне. Эти исследования находятся на переднем крае науки и продолжают развиваться с каждым годом. Но что если теория перемещения во времени реальна? Как это станет возможным и как это может повлиять на нашу жизнь? Возможно, одно из объяснений перемещения Уильяма Джеймса в наше время кроется в его непреднамеренном попадании в те условия, о которых ученые пока лишь спекулируют. Например, его прогулка по Вирджинии в 1871 году могла привести к каким-то аномальным условиям, которые и стали причиной его путешествия во времени. Это одна из гипотез, которая заставляет задуматься. Если так произошло однажды, возможно, это может повториться снова. Как вы понимаете, тема перемещения во времени остается предметом оживленных дискуссий среди ученых-теоретиков, но до практической реализации мы пока не добрались. Тем не менее, такие истории, как исчезновение и возвращение Уильяма Джеймса, подогревают интерес к этой загадочной области науки. Они поднимают важные вопросы о том, что мы знаем о времени и пространстве, и каким образом человечество может расширить свои горизонты, возможно, далеко за пределы нашего времени. На фоне всех этих размышлений о природе времени и его загадках возникает вопрос о том, как человек, который на самом деле мог перемещаться во времени, адаптируется к своему новому окружению. Что происходит с психикой такого путешественника и как это может повлиять на наше общество и восприятие реальности? Давайте разберемся с этой стороной таинственного возвращения Уильяма Джеймса.
Когда Уильям Джеймс очутился на улицах Токио в 1024 году, это было словно пробуждение в ином мире. Представьте себе его удивление. Город с небоскребами, пестрыми рекламными билбордами и людьми, одетыми в совершенно футуристические наряды. Совсем недавно он бродил по тихим улочкам Виргинии, а теперь оказался среди неспящих кварталов японской столицы. Для человека, родившегося в XIX веке, это был не просто культурный шок, а настоящий временной разрыв. Сначала Уильям думал, что стал жертвой какого-то розыгрыша или мистификации. Но окружающая реальность, столь чуждая ему, быстро дала понять, что он действительно в другом времени. Улицы, заполненные людьми, говорящими на незнакомом языке, совершенно новый транспорт и технологии, которые он не мог себе даже представить. Этот мир был для него абсолютно неузнаваемым, и ему пришлось адаптироваться к совершенно новым реалиям. Первые дни Уильяма в Токио были полны не только удивления, но и внутренней борьбы. Он пытался осознать происходящее, адаптироваться к этому новому миру и найти свои ориентиры в потоке незнакомых событий. Постепенно он понял, что должен начать с поиска помощи. Возможно, кто-то сможет объяснить ему, что с ним произошло, или хотя бы поможет освоиться в этом невероятном мире. Но как объяснить свою ситуацию, если он сам ее не понимает? К счастью, современные технологии помогли Уильяму быстрее адаптироваться. Он оказался в центре внимания, когда его история стала известна благодаря социальным сетям. Современные средства коммуникации, которые так легко и быстро распространяют информацию, сделали свое дело. Многие узнали о загадочном появлении мужчины, утверждающего, что он из XIX века. Были и те, кто усомнился в его правдивости, но были и те, кто поверил и захотел помочь. Вскоре нашлись специалисты, готовые изучить его случай более подробно. Психологи, историки и даже физики обратили внимание на Уильяма. Многие хотели выяснить, какая правда скрывается за этой историей и действительно ли он мог пережить такой невероятный прыжок во времени. Научные эксперты начали проводить эксперименты и тесты, надеясь найти улики, которые могли бы подтвердить или опровергнуть его слова. За этим процессом следили журналисты и обыватели, и история Уильяма стала настоящей сенсацией, обсуждаемой по всему миру. Интересно было наблюдать, как Уильям взаимодействует с современными технологиями. Сложно представить, что чувствует человек, увидевший впервые смартфон или планшет, особенно тот, кто жил в мире, где даже электричество было в новинку. Вскоре он научился использовать эти устройства, хотя и с некоторыми затруднениями, и даже стал пользоваться интернетом для поиска информации. Это был удивительный момент – наблюдать, как человек из прошлого адаптируется к возможностям будущего. Тем временем вокруг Уильяма создается коллектив добровольцев, которые помогают ему освоиться. Его история не только вызвала интерес, но и объединила людей, готовых предложить свою помощь. Они делятся с ним знаниями о мире и его правилах, делая все, чтобы он чувствовал себя комфортно и безопасно в новом для него окружении. Это стало важным шагом в адаптации Уильяма к жизни в 21 веке. Наблюдая за Уильямом, невольно начинаешь задумываться о том, как быстро меняется наш мир и насколько сильна необходимость приспосабливаться к изменениям. Его история напоминает нам о том, что время и пространство могут быть гораздо более сложными, чем мы привыкли думать. И даже если научных подтверждений перемещения во времени пока нет, такие рассказы пробуждают воображение и заставляют задуматься о том, какие тайны еще скрыты в природе нашей Вселенной. Восприятие времени и неизменность его течения – вопрос, остающийся под вопросом, и возвращение Уильяма Джеймса вновь напоминает нам, что в нашей реальности много того, что требует объяснения. Возможно, это начало новой эпохи исследований, когда наука и человеческое мышление снова будут стремиться к разгадке древних загадок, выводя нас на путь понимания настоящих возможностей времени. Когда история о человеке, который утверждает, что вернулся из XIX века, впервые попала в заголовки, мир охватило волнение. Общество разделилось на два лагеря. Одни сразу восприняли эту историю как мистификацию, хитроумный розыгрыш или даже вирусный маркетинг. Другие, напротив, заинтересовались ею всерьез, надеясь, что это может стать прорывом в понимании загадок времени. Главными скептиками, конечно же, стали ученые. Для научного сообщества теория перемещения во времени всегда была предметом обсуждения в рамках гипотетических моделей. Известные физики и астрономы начали исследовать историю Уильяма Джеймса, предпринимая попытки подтвердить или опровергнуть его рассказ. Многие из них придерживались мнения, что мы имеем дело с необычным случаем, но не с перемещением во времени. Они искали рациональные объяснения. Возможно, это человек, который потерял память и придумал всю эту историю, чтобы объяснить свое присутствие в будущем. Психологи, напротив, проявили другой интерес. Они заинтересовались состоянием сознания Уильяма, его реакцией на столь кардинальные изменения в окружении и возможными травмами, которые могли бы объяснить его поведение. Некоторые из психологов предположили, что может быть задействован феномен временной амнезии, или же рассматривается возможность внезапного когнитивного сдвига, вызванного стрессом или физической травмой. Тем временем общественность тоже не оставалась в стороне. Социальные сети и медиа быстро распространили историю Уильяма по всему миру.
Он стал медийной звездой, и его история оказалась на первых полосах крупных изданий и в топах обсуждений во всех уголках глобальной сети. Люди обсуждали возможности современного общества помочь ему адаптироваться и находить смысл того, что произошло. Естественно, такая беспрецедентная история привлекла внимание также и тех, кто ищет необъяснимые явления и всегда верил в возможность путешествий во времени. Они организовали инициативные группы, где обменивались мнениями и предположениями, поддерживали Уильяма и даже предлагали свои теории о том, как ему удалось совершить этот фантастический прыжок во времени. Для них появление Уильяма стало подтверждением того, во что они верили всю жизнь. Вскоре научные организации и университеты начали приглашать Уильяма на конференции и симпозиумы, где его случай обсуждался наряду с последними достижениями в области физики и психологии. Несмотря на то, что многие ученые сохранили скепсис, история Уильяма вдохновила их на новые исследования в поисках ответов. Это была хорошая возможность для научного сообщества показать свою открытость к неизведанному и стремление к пониманию, невзирая на кажущуюся невероятность истории. Но не все были так настроены. Некоторые критики утверждали, что это всего лишь уловка, направленная на привлечение внимания к определенным людям или организациям. Появились гипотезы о том, что Уильям мог быть актером, играющим свою роль в рамках крупномасштабного исследования общественного мнения или даже эксперимента с когнитивными технологиями. Как бы там ни было, одно стало ясно. История Уильяма Джеймса затронула струны воображения людей по всему миру. Она заставила общество задуматься о возможности перемещения во времени и о том, что это значит для человеческой природы. Скептицизм и вера, наука и мифология – все это переплелось в обсуждениях, и похоже, что вне зависимости от истинной природы событий, история Уильяма останется в памяти людей надолго. Теперь перед обществом стоит вопрос, как поступить с человеком, который утверждает, что он из прошлого, и как использовать его опыт для понимания природы времени. Мы стоим на пороге новых открытий и, возможно, расширения наших знаний о том, как мы воспринимаем и понимаем время. Однако, прежде чем мы углубимся в поиски ответов, нам нужно разобраться, как история Уильяма повлияет на наше восприятие мира и возможности нашего будущего. Перемещение во времени – явление, которое у большинства вызывает не только интерес, но и вопрос о том, что же происходит с психикой человека, оказавшегося в другой эпохе. Представьте себе, каково это – жить в мире, где история, события и люди, которые ты знал, исчезли как по волшебству. Для Уильяма Джеймса, неожиданно оказавшегося в будущем, это было не просто путешествием в новые условия, но и испытанием для его разума. Сразу после появления в Токио в 1024 году Уильям оказался в окружении совершенно неизвестном ему до этого. Современная культура, технологии и даже язык были для него в новинку. Этот резкий переход стал не только физической, но и психологической нагрузкой. Психологи утверждают, что для человека, внезапно погруженного в столь кардинально отличающееся окружение, шок – это только начало. Помимо первоначального удивления, наступает стадия адаптации, которая может быть очень сложной. Уильяму пришлось столкнуться с культурным шоком в его крайнем проявлении. Он попал в ситуацию, где его старые привычки и знания были почти бесполезны. Все вокруг него – это отражение мира, который он не мог даже представить. Отчасти это похоже на адаптацию иммигранта в новой стране, но с гораздо более глубокими последствиями для его восприятия и психики. По словам специалистов, такие условия могут вызвать у людей сильное чувство одиночества, депрессии и тревожности. Психологи, изучающие Уильяма, заметили, что ключевыми аспектами адаптации становится открытость новым знаниям и готовность учиться. Однако для него, человека из 19 века, это оказалось непростой задачей. Интересно, что несмотря на все трудности, Уильям обладал невероятной волей и стремлением выжить в новом мире. Это, безусловно, помогло ему постепенно освоиться и принять новый образ жизни. Важным моментом в адаптации Уильяма стали технологии. Хотя ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, как работают смартфоны и компьютеры, его стремление к обучению и любопытство помогли преодолеть этот барьер. Одним из удивительных результатов стало его участие в онлайн-сообществах, где люди обсуждали его историю и обменивались с ним информацией о том, как устроен современный мир. Это помогло ему не только освоиться, но и заново выстроить социальные связи. Тем не менее, несмотря на все достижения, Уильям сталкивался с постоянными внутренними конфликтами. Одна из самых сложных дилемм для него – это непрерывное чувство нереальности происходящего. Часто он задавался вопросом, что происходит на самом деле, возможно, это всего лишь сон или иллюзия. Психологи называют это диссоциацией, состоянием, когда человек чувствует себя оторванным от реальности. Многочисленные беседы с терапевтами и обширная поддержка окружающих помогли ему научиться справляться с этими переживаниями, хотя и не полностью их устранить. Интересный аспект истории Уильяма заключается в том, что его опыт может оказать влияние на наше понимание временного восприятия.
Его история поднимает вопросы о том, как человеческое сознание справляется с изменениями и как мы можем адаптироваться к неизвестному. Для ученых и психологов это стало поводом для изучения когнитивных возможностей человека и того, как они могут быть использованы для адаптации в условиях, выходящих за рамки привычного. Наблюдая за адаптацией Уильяма, понимаешь, насколько важна психическая гибкость и готовность принять изменения. Его пример показывает, что даже в самых невероятных условиях человек способен найти свое место и перестроить свою жизнь. Этот человеческий дух, стремящийся к пониманию и адаптации, не оставляет сомнений в том, что, возможно, перед нами открываются новые горизонты в изучении времени и восприятия. Итак, история Уильяма Джеймса не просто рассказ о человеке, оказавшемся в другом времени. Это история о том, как наше сознание может приспособиться к удивительным обстоятельствам и какие возможности открываются перед нами, если мы позволим себе принять неизведанное. Возможно, это новое восприятие станет мостом между тем, что мы знаем о времени, и тем, что еще только предстоит открыть. Когда мы говорим о времени, большинство из нас воспринимает его как что-то постоянное и неизменное, что движется только вперед. Но с развитием современных технологий и научных исследований наше восприятие времени начинает меняться. Кажется, что будущее, которое раньше казалось столь далеким и недостижимым, теперь становится частью нашей повседневной реальности. И в этом мире, где технологии играют все большую роль, концепция времени может принимать совсем иные формы. Одна из самых захватывающих технологий, меняющих наше представление о времени, это виртуальная реальность. Виртуальная реальность позволяет нам перемещаться в иные миры, практически стирая границы времени и пространства. Мы можем оказаться в далеком прошлом или будущем, не покидая своей комнаты. Это создает иллюзию перемещения во времени, давая возможность пережить исторические события или исследовать гипотетические миры. Такими технологиями активно пользуются музеи и образовательные учреждения, предлагая пользователям заново прожить события, о которых они только читали в учебниках. Дополненная реальность также предоставляет новые способы взаимодействия с прошлым и будущим. Она накладывает цифровые изображения на окружающий нас мир, позволяя, например, увидеть, как выглядели древние здания в их первоначальной форме, или же представить, как будет выглядеть город через 100 лет. Это позволяет людям взаимодействовать с историей и будущим в реальном времени, делая их частью нашего ежедневного опыта. Квантовые компьютеры, которые находятся на переднем крае современных технологий, также обещают революционизировать наше понимание времени. Они способны обрабатывать информацию с невероятной скоростью, позволяя нам моделировать сложные системы и события, что ранее казалось невозможным. Это открывает новый горизонт для изучения физических процессов времени, в том числе рассматривая возможность его манипуляции и управления. Технологии искусственного интеллекта также играют ключевую роль в изменении восприятия времени. Они анализируют огромные массивы данных, предсказывая будущие события с высокой степенью точности. Это стало особенно ценным в таких областях, как метеорология, экономика и медицины, где прогнозы помогают нам лучше подготовиться к будущему. Возможность заглянуть в будущее через алгоритмы машинного обучения постепенно становится реальностью для многих из нас. Эти новшества не только меняют наше восприятие времени, но и становятся частью нашей культуры. Фильмы, игры и литература, которые используют эти технологии, формируют новое поколение, для которого идея взаимодействия с прошлым и будущим становится неотъемлемой частью повседневности. Технологии переплетают воедино линии времени, позволяя людям исследовать их границы и, возможно, в будущем находить новые пути их пересечения. Однако стоит также помнить, что с возможностями приходят и новые вызовы. Эти технологии вызывают вопросы о границах реальности и возможных последствиях их использования. Как это влияет на наше сознание и восприятие мира, если мы можем прыгать между разными временными линиями, оставаясь при этом в одном моменте здесь и сейчас? Эти и другие вопросы требуют серьезного изучения и обсуждения. Несмотря на все вызовы, которые стоят перед нами, недавние достижения в области технологий открывают перед человечеством невероятные перспективы. Они предоставляют нам инструменты для изучения времени и пространства на совершенно новом уровне, и, возможно, однажды мы сможем разгадать тайны времени, которые до сих пор остаются вне нашего понимания. Таким образом, история Уильяма Джеймса, переместившегося во времени, и текущие технологические достижения поднимают важные вопросы о нашем восприятии времени. Может быть, мы стоим на пороге новых открытий, которые позволят нам не только лучше понять наше прошлое и будущее, но и активно взаимодействовать с ними, исследуя их загадки и возможности. Наша реальность меняется, и технологии играют в этом ключевую роль, открывая перед нами дверь в мир, где законы времени могут внезапно стать не такими, какими мы их всегда считали. История Уильяма Джеймса, переместившегося во времени, напоминает множество других загадочных исчезновений и появлений, которые хранятся в архивах нашей истории. Когда речь заходит о путешествиях во времени, трудно не вспомнить о великом множестве мифов и легенд, которые веками вдохновляли людское воображение.
Но где заканчивается миф и начинается реальность? Одним из таких таинственных случаев был рассказ о человеке, который появился на центральной площади в Испании в XVIII веке. Этот человек утверждал, что он пришел из далекого будущего, и его странная одежда и манеры действительно подкрепляли это утверждение. При тщательном исследовании оказалось, что он не знал о тогдашних событиях и изобретениях, которые были ему незнакомы. Историки долго изучали этот случай, но никаких окончательных выводов так и не было сделано. Другим похожим случаем является история о молодой женщине, появившейся на улицах одного маленького городка в Германии в начале 20-го столетия. Она утверждала, что приехала из 19 века и могла точно описать прошлые события, которые, как позже выяснилось, действительно имели место. Ее невероятная история вызвала бурю обсуждений в обществе, и вскоре ее имя стало известно по всей стране. Изучение такого рода событий может показаться бесполезным занятием, но они часто дают важный контекст для понимания природы времени и пространства. Конечно, не все истории столь же убедительны, как эти. Многие загадочные исчезновения и появления, описанные в летописях, могут быть объяснены простыми естественными причинами, такими как амнезия, психические расстройства или даже обычные обманы. Однако каждое такое событие оставляет множество вопросов и становится предметом обсуждений, вдохновляя новых исследователей на поиски истины. В наше время с развитием технологий и науки мы приближаемся к разгадке этих загадок, но пока остается много непознанного. Мы живем в мире, где границы между мифом и реальностью могут быть размыты, но это же делает наше существование еще более загадочным и увлекательным. Истории о путешествиях во времени и внезапных появлениях бросают вызов нашему пониманию реальности и заставляют нас задаваться вопросами о том, что действительно возможно. Современные технологии, такие как параметрическая фотография и генетическое тестирование, помогают ученым проводить более глубокие исследования этих явлений. Например, с помощью анализа ДНК можно выяснить, откуда именно прибыл человек, появившийся из ниоткуда, и к какой культуре он принадлежит. Современные методы стали важным инструментом в разгадке тайн прошлого и дали нам надежду на то, что мы сможем понять эти загадочные истории в ближайшем будущем. История Уильяма Джеймса дает нам повод вспомнить о том, что весь мир полон таких тайн и необычных явлений. Она напоминает о нашей вечной тяге к познанию и поискам ответов на сложные вопросы, которые, возможно, остаются без ответа на протяжении веков. Пока люди будут задаваться вопросами о времени и пространстве, истории о путешествиях во времени будут продолжать вдохновлять нас и расширять наши горизонты, приглашая отважиться на открытие нового неизвестного мира. Изучая артефакты, подобные карте из человеческой кожи, мы вдохновляемся идеей, что наше общее прошлое может помочь наладить сотрудничество между народами и культурами, способствуя более глубокому пониманию и сотрудничеству в будущем. Наконец, карта напоминает нам о непредсказуемости истории и о том, как открытия, сделанные сегодня, могут оказать значительное влияние на наше будущее понимание мира. Мы не можем предвидеть, какие открытия ждут нас за углом и какие знания они принесут с собой. Важно быть готовыми к новым открытиям и уметь интегрировать их в наше понимание мира. Человечество должно быть готово учиться на своих ошибках и использовать полученные уроки для построения более осознанного и справедливого будущего. Таким образом, находка карты из человеческой кожи может стать для нас важным уроком о значении умения слушать и учиться у прошлого. Это пример того, как неожиданные открытия дают возможность переосмыслить историю человечества и перемены, которые происходят в нашем мире. В конечном счете, каждый артефакт — это не просто вещь, найденная в Земле, а часть величайшей истории, которую мы продолжаем писать. Пусть это впечатляющее открытие станет для нас стимулом к тому, чтобы мы как общество извлекли максимум пользы из уроков, полученных от древних цивилизаций, и использовали их для создания лучшего будущего. Их усилия могут привести к дальнейшим изменениям, направленным на более гуманное обращение с морскими обитателями. Поддержка таких организаций и участие в их инициативах могут предоставить каждому из нас шанс внести свой вклад в защиту тех, кто не может защитить себя сам. Конечно, изменения не произойдут в один день, и путь к ним будет долгим и сложным. Но трагическая история Стефани Вашингтон показывает нам, насколько важно не оставаться равнодушными и продолжать бороться за справедливость и гуманное отношение ко всем живым существам. Наши усилия по защите прав животных — это не просто дань уважения ее памяти, но и гарант того, что в будущем подобные трагедии не повторятся. Мы можем сделать мир лучше и драматичнее как для животных, так и для людей, если будем действовать во имя этих изменений. И помните, каждый из нас способен внести свой вклад в создание более справедливого и гуманного мира для всех обитателей нашей планеты.